Здравствуйте! В сегодняшнем видео хочу показать шлифовка бормашинкой инструмента режущего. Вот на примере вот этого ножа. Про бормашинку можете посмотреть по ссылке в описании. Там вот про самодельные шарошки, как их сделать, как пользоваться бормашинкой, как делать отрезные диски. Это можете все посмотреть. Про ручную шлифовку тоже можете посмотреть по ссылке в описании. Бормашинка, конечно, будет быстрее. Но опять же, это цена бормашинки, цена вот этих вот насадок всевозможных. И опять же, не всегда их можно найти. Потому что нужно разной зернистости. То есть крупные вот здесь вот в комплекте у меня было одной зернистости. То есть вот оно крупное зерно. Чтобы дальше продолжать, вот вы сначала большие риски убираете крупный вот такой вот наждачкой. Потом нужно насадочку с меньшим зерном, чтобы убирать предыдущие риски. И так далее. Но их в комплекте не было, поэтому надо все закупать. Вот в чем разница между ручной и заточкой на электроинструменте. Но бормашинкой быстрее, опять же, технологичнее, легче. Усилий практически только удержание бормашинки. Ничего не нужно там тереть долго-долго-долго. Намного будет быстрее процесс. Ну и давайте начнем. Она с регулировкой оборотов. Вот рекомендую поменьше обороты ставить. Скорость большая здесь не нужна, потому что можно поджечь кромку металла. Можно просто сталь отпустить. Отпустить — это значит закалку сделать намного мягче. То есть можно даже, вот нож может даже посинеть, а это значит твердость ушла, и нож будет быстро тупиться. Поэтому рекомендую первую скорость. И обороты не слишком большие будут на первой скорости. Ну, естественно, защитные очки. И, в общем, начинаем. Техника безопасности превыше всего. И начинаем. Включаем. И поехали. И начинаем водить. Вот такими проходами. Видите, как риски убираются быстро? Здесь уже надо и опять же нюанс. Чтобы мне подлезть вот сюда, я уже не подлезу. Вот видите, мне уже нужен к машинке уже насадка, гибкий вал. Уже гибкий вал нужно одевать. То есть это еще закупать затраты. Вручную я бы спокойно подлез. Значит, все равно берешь бормашинку, если гибкого вала нет, или докупаешь его, определенные деньги тратишь, чтобы сюда подлезть, я уже, видите, не подлезу. Здесь я искорябаю, вот таким вот способом буду лезть, я уже вот наделаю вот таких вот дел. Поэтому только вот без ручки можно шлифовать. Ручка мешает. Либо это брать вручную, бормашинка, ручная наждачка и убирать. Вот в чем минусы. То есть по деньгам будет еще дороже. Ножик желательно обмотать скотчем, изолентой вот ручку, чтобы вам ее не шлифовать ручку, не задеть. Малярным скотчем тоже хорошо. Вот шлифуем. Желательно вот такими проходами. На одном месте не останавливаемся. Убираем. Потому что будет большая яма. То есть вырыйте яму. Обороты большие. Вот работаете вот таким вот образом. А вообще лучше вот идете. Если ямка, вот таким вот способом, крест-накрест можно.
сюда. Металл снимается быстрее. Но потом же опять неровности, должна быть четкая ровная поверхность по всей длине ножа. Тогда шлифовка ведется правильно. Вот мы добились, смотрите. А теперь насадок, вот у меня мельче, нужно переходить к более мелкому зерну, чтобы убирать вот эти вот риски после вот этой вот наждачки. Что нужно делать? Нужно либо покупать вот такие, либо делать самодельные. Про самодельные шарошки у меня есть видео, можете посмотреть по ссылке в описании. Но у меня тут есть шарошечки, мы сейчас возьмем и продолжим. Тут вот еще, который шлифовал я, вот насадочка. Тут зерно примерно 60-е, но не указывает, производитель не указывает, какое тут зерно. Вот самодельная насадочка. Вот ее можете посмотреть тоже, как я делал насадки на бормашинку по ссылке в описании. Вот я ее замотал. Тут 600-я наждачка. Вот после 60-й сразу 600-ю. Но это я просто в качестве примера беру. И вот давайте начнем. Включаю. И вот шлифую. В чем плюсы насадочки, что она такая маленькая? Допустим, в отличие от вот этой. Я могу глубже вот сюда под ручку залезть. Вот практически, вот видите, прям под нее. А вот этой насадкой я уже не залезу. Если вот этой насадкой, уже нужен гибкий вал. Уже никак патроном не залезть. Даже что вот так, что вот так она будет, насадка. То есть вот плюсы самодельных. Не требуют затрат. Ну, продолжаем. Вот что получилось. Вот смотрите, немножко вот я замазал, потому что изолента здесь вот. Это изолента начернила. Но это можно вытереть спокойно. Вот смотрите, видите, какая гладенькая. Уже практически можно вот сейчас пастой Гои идти после 600 и будет такой поверхность такая вот матовая. Сатин называется. То есть матовая блестеть не будет. Но видите, буквально 5 минут все заняло на одну сторону. Вот в чем плюс электроинструмента. Чтобы сделать для конца, если вы хотите, чтобы блестело в зеркало, дальше переходить нужно на 800-ю наждачку. После 600-й сразу 1000-ю нельзя брать. 800-я, допустим, 1200, 2000 и потом уже паста Гои. Опять же паста Гои по номерам. Уже в зеркало уже паста Гои номер 1, номер 2 уже будет. Она тоже по зерну. Их 4 вида паста Гои. И все будет в порядке. Тогда достигнете желаемого результата. Вот, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Дальше будем продолжать нашу шлифовку